Привет! Я тут обнаружил, что вам весьма зашло прошлое видео о STM32G4. Спасибо вам за активность в лайках и комментариях, и отдельное спасибо тем, кто помогает каналу финансово. Почти сразу после выхода прошлого видео я собрался делать общий разбор всех внутренностей этого микроконтроллера. Начал шерстить документацию, апноуты и презентации ST-шников, чтобы собрать вам качественный материал, именно с реальными особенностями и примерами их использования. Как вы уже знаете, серия G4 очень богатая на различную периферию, и поэтому материал копился с огромной скоростью. Меня также спрашивали про сравнение с контроллерами прошлого поколения, семейства F3, так как G4, собственно, это их прямая замена, и знать особенности обновленной линейки весьма интересно. Но все мои планы были нарушены в тот момент, когда я дошел до очень необычной штуки, до блока аппаратного цифрового фильтра FMAC. По сути, это отдельный вычислительный блок, математический сопроцессор, предназначенный для одной задачи – это фильтрация сигналов по заданной заранее характеристике. Основная задача этого блока – снять нагрузку с основного ядра микроконтроллера на выполнение рутинной работы по фильтрации. На самом деле FMAC будет выполнять эту задачу не быстрее того, если бы эта же математика была сделана на вычислительной части самого ядра, и даже чуть медленнее. Но смысл в том, что мы можем вообще освободить ядро от этого. Обычно в задачах реал-тайма у контроллера и так много дел по работе с пидрегуляторами, вычислением управляющих воздействий, заполнение шим и так далее. И заниматься еще фильтрацией не всегда возможно, или приходится на чем-то экономить. Для примера фильтрации исходный сигнал может быть зашумлен белым шумом. Это будет значительно ухудшать полезность этого сигнала для управления чем-либо. Такие проблемы могут быть, например, у датчиков тока, построенных на эффекте Холла. Они очень удобны в применении благодаря гальванической развязке и высоким значениям измеряемого тока, но имеют худшее соотношение сигнал-шум по сравнению с традиционными токовыми шунтами. Методом борьбы с этим может стать фильтр нижних частот, который уберет из сигнала все высокочастотные компоненты выше некоторой заданной рабочей частоты. При этом весь шум, попавший в полосу подавления, будет значительно уменьшен. Итогом такой фильтрации станет практически чистый исходный сигнал, несущий в себе информацию только о нужном нам участке частот. Стоит отметить, что исходная фаза сигнала будет сдвинута. То есть фильтр задерживает входной сигнал на время, необходимое на обработку. Но так как это заранее известная задержка, то это можно учесть в системе. Сама структура аппаратного фильтра – это блок памяти для хранения входных и выходных данных и коэффициентов, а также математическая часть, состоящая из одного умножителя 16 на 16 и сумматора с накоплением. Также для финального усиления выходного сигнала в структуре есть сдвиговый регистр. Все это позволяет реализовать два основных типа фильтров, использующихся в цифровой обработке сигналов. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. В CubeIDE в разделе вычислений для этих микроконтроллеров создан раздел FMAC, где собственно есть галочка на его включение. Но большое но в том, что параметры фильтра сейчас нельзя задавать отсюда. То есть этот список просто пуст, и посередине написано «гуляйте». Поскольку дела обстоят так, то чтобы запустить этот модуль, нет другого пути, как читать оригинальные примеры реализации. Несколько таких примеров собрано в одном документе. И хотя разобраться в этом значительно сложнее, чем расставить галочки в CubeIDE, но все-таки это возможно. Так я думал, пока не столкнулся со всеми сложностями в запуске этого блока. Это без шуток заняло у меня почти 5 дней, и на их протяжении я 3 раза хотел все это бросить и делать обычный разбор функционала без практического примера с этим злосчастным FMAC. Проблема в том, что этого почти никто не делал. То есть во всем интернете, что на русском, что на английском языке, нет примеров от слова «вообще». Все, что я нашел, кроме ST-шного документа, это видео от Compella, где рассматривается случай работы в отложенном времени. То есть некоторый статичный набор исходных данных помещается в память, затем подпихивается к фильтру и сохраняется опять в массив памяти. То есть это вообще не реал-тайм. А мне нужно было, чтобы данные, например, с АЦП фильтровались в виде непрерывного потока. Справедливости ради, в папке с примерами CubeIDE есть несколько проектов с этим блоком, но по сути ни один из них мне так и не помог. Да и вообще они нормально не подгружались средствами куба. Нужный пример я нашел в AN5305, и это было как раз то. То есть там была система управления реального времени, где данные с АЦП шли на цифровой фильтр, а затем давали сигналы на управление. Все это выглядело просто замечательно, но на пути меня еще подстерегала целая куча проблем.
Итак, по блок-схеме я для себя наметил примерно следующее. Данные с АЦП идут на блок цифрового фильтра с передачей по DMA. А далее выход фильтра идет на ЦАП. И все это тактируется четвертым таймером с частотой 100 кГц. Я выбрал таймер 4, потому что его выход можно вывести на ножку и проверить на осциллографе. А в обычной ситуации тут имеет смысл применять один из базовых таймеров. Для блока FMAC нужно выбрать структуру фильтра. И я принял решение начать с фильтра с конечной импульсной характеристикой. Это так называемые KIG-фильтры. Как их можно легко рассчитывать, я вам далее покажу. Итак, реализовать эту блок-схему, собственно, и был весь план. Кажется, ну что может быть проще? Немного расскажу вам о KIG-фильтре. На самом деле это папа всем цифровым фильтрам. Реализация до безобразия проста. Мы просто пропускаем отсчеты через линию задержки и на каждом отводе умножаем отсчет на свой коэффициент. Обычно эти коэффициенты меньше единицы, но это, конечно, зависит от формата представления чисел. После всех умножений сигналы со всех отводов просто складываются друг с другом, и это и будет выходом фильтра. Эту операцию еще иногда называют сверткой сигнала. Что это дает? На базе одной и той же математики и одной и той же структуры мы можем построить абсолютно любой из типов фильтров, применяемых в электронике. То есть, по сути, сама свертка – это универсальный инструмент для создания любой формы амплитуда и фазочастотной характеристики. Кому интересно, подробнее можете почитать DSP-Lib. Когда я изучал ЦОС, этот сайт был моей находкой. Там, конечно, много сложной математики, но если понять смысл, то все вычисления вам и не нужны. Ссылочку оставлю в описании. Кроме KIG-фильтров, этот STM-овский сопроцессор может формировать также и BIG-фильтры. На них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Итак, основной документ, который я копал, был AN5305. И все отлично. Это примеры для работы с FMAC, но есть одна проблема, что это не код в прямом виде, а некоторые кусочки, которые нужно изменить под свои задачи и собрать из этого целостную программу. На самом деле я все же думаю, что через некоторое время в кубе появятся параметры для настройки фильтров, и это не нужно будет делать вручную. На данный же момент функция инициализации этого блока почти пустая. Для настройки фильтра нужно заполнить вот такую структуру. Я делал все по примеру, и на самом деле, разобравшись, все выглядит вполне логично. Эта штука настраивает распределение памяти на коэффициенты фильтра, входные отсчеты, а также выходной буфер. Всего у блока FMAC 256 16-битных слов локальной памяти. Задействуя ее всю, можно построить фильтр из максимально 127 отсчетов. И это весьма неплохо. Большинство параметров конфигурации можно вычислить из постоянных значений размера входного и выходного буферов и количества отсчетов. Для систем в реальном времени достаточные размеры буферов равны единице. То есть мы получаем отсчет от АЦП и сразу же отдаем его фильтру, а взамен получаем вычисление на предыдущем шаге. Есть ограничения по скорости того, сколько коэффициентов мы можем рассчитать и на какой частоте выборок. И получается, например, при скорости 2 мегавыборки реал-тайм фильтр должен иметь не более 41 коэффициента. Одно из немногого того, что можно настроить в кубе для этого блока, это запросы DMA. И для вывода данных я буду использовать один DMA канал. Он просто будет складывать выходные данные в ячейку памяти. Еще раз взглянем на блок-схему, которую я показывал в начале. Основной проблемой стала реализация передачи данных от АЦП в фильтр. При этом передача должна осуществляться напрямую от периферии к периферии, минуя память. И это важно, так как в ходе множества экспериментов я выяснил, что никакие другие варианты просто не работают. Но как же это сделать, интересно? Если мы посмотрим настройки DMA, то увидим там только от периферии в память и обратно. И на самом деле нет никаких настроек от периферии к периферии. Этим вопросом, применительно к блоку FMAC, был озадачен еще один человек. И он также негодовал по поводу того, что в документации нет разъяснений, как и что делать. К моему сожалению, этот человек бросил это гиблое дело, так и не завершив. Но мысли, высказанные в этой ветке, позволили мне подобрать упавшее знамя, и ценой неимоверных мозговых усилий и небольшого количества удачи я своего добился. Если посмотреть на проблему с другой стороны, то когда мы выбираем пункт назначения память для данных АЦП, то это не обязательно должна быть оперативная память. И по сути мы можем передать данные в любую ячейку, доступную для записи. И дело в том, что входной блок аппаратного фильтра тоже является такой ячейкой, куда мы можем отправлять данные по DMA. И это знание было первым из ключей, которые я нашел.
Но тут меня ждала следующая проблема. Существует способ прямого обращения к регистрам микроконтроллера посредством CMSIS. И, конечно, можно создать указатель на нужный нам регистр, а затем сообщить этот указатель блоку прямого доступа к памяти, чтобы он туда складывал новые данные. Все пишется, все компилируется. Но вот беда, это не работает. И причины этому, полагаю, скрыты в недрах библиотеки CMSIS и объявления регистров для G-серии. А вот теперь я покажу вам рабочий кусочек кода. Вся магия кроется вот в этом загадочном числе. И это и был второй ключ, что я нашел. По этому поводу мне вспомнился некий хитроумный способ быстрого вычисления обратного квадратного корня, где также была использована весьма странная константа. Вы можете подумать, что это важное обстоятельство должно было быть отражено в описании примера, приведенное самими ST. И, конечно же, я пытался найти в этом документе, что же такое fmag, нижнее подчеркивание vdata большими буквами. Но, увы и ах, ключи не могут быть найдены так просто, иначе любой бы смог запустить этот сверхсекретный fmag модуль. Чтобы дойти до истины, нужно было осознать, что не весь функционал был подготовлен для работы с этим блоком, и часть данных в CMSIS просто отсутствует. То есть указатель попросту не работает по причине того, что где-то внутри библиотечных недр название регистра было объявлено, но вот присвоенное значение не соответствовало действительности. Полагаю, там были одни нули в define. И теперь нужно было лишь заполнить этот пробел и дать блоку DMA правильный указатель на этот регистр. Я был крайне обрадован, когда увидел следующую картину. Это разительно отличалось от всех моих неудачных попыток. На тот момент проверочный фильтр состоял всего из 9 коэффициентов. И это объясняет, почему фильтрация не идеальна. Но чтобы окончательно убедиться в полной работоспособности, нужно было нечто большее. Мне требовалось узнать отклик фильтра на дельта-функцию. По сути, создать ситуацию, когда только один отсчет АЦП попадает в фильтр, а остальные равны нулю. И вот это уже было по-настоящему круто. Импульсный отклик был такой, какой должен быть для этого фильтра. Импульсная характеристика KIH-фильтра в точности соответствует рассчитанным коэффициентам. То есть для KIH это одно и то же – импульсный отклик и значение коэффициентов. Вот то, что было при расчете, можно увидеть, что и форма, и величины относительно друг друга были точно по расчету. И в этот момент я выдохнул наконец-то. Теперь уже можно было делать все, что угодно. Структура написана и проверена. По поводу расчетов коэффициентов фильтров, пожалуй, самый мощный инструмент для этого содержит пакет матричных вычислений MATLAB. Там есть специализированный фильтр-дизайнер, но сама по себе эта программа слишком громоздкая. И поэтому в этот раз я просто нашел вариант онлайн-расчета в интернете. Этого вполне достаточно для создания простых KIH-фильтров. А если уж нужно что-то больше, то можно и MATLAB воспользоваться. Покажу, как я обрабатывал коэффициенты. После расчета нам доступна вот такая колонка с числами. Для примера их тут 9. Я их копирую и переношу в Word. Тут я могу сделать автозамену всех точек на запятые. Это нужно, чтобы Excel в дальнейшем смог распознать их как числа. Затем вставляю этот столбик в Excel и в следующем столбце произвожу умножение на 32 767. Числа имеют и дробную часть, но меня интересует только целая. Тут я немного ошибся, умножать нужно все-таки на 32 768. Но на самом деле главное в фильтре это соотношение между коэффициентами, а не их абсолютные значения. И теперь эти числа уже можно вставлять в программу, как массив коэффициентов. При этом этот массив оформляем, как и положено в C. Следующим моим большим экспериментом стала проверка максимально длинного фильтра в 127 отсчетов. Его импульсная характеристика просто огромна. Так как задержка в KIH-фильтре составляет половину коэффициентов, то при скорости АЦП в 100 кГц задержка отклика для 127 отсчетов будет почти 650 микросекунд. При этом сама фильтрация уже гораздо лучше, то есть высокочастотные составляющие исчезли полностью. И теперь мешают только низкочастотные биения, которые пролезли из шума в нижнюю часть спектра и вдобавок наложились на эффекты квантования. Но все это уже является примером разработки оптимальных фильтров. И к моим тестам работоспособности это вообще не относится. Напомню, что сейчас АЧХ представляет собой вот такую линию. То есть после килогерца все давится почти в ноль. И мы можем посмотреть, как такой фильтр обрабатывает двухтоновый сигнал, где низкая частота это 1 кГц, а высокая что-то около 5 кГц. И на выходе оказывается ровно одна синусоида. С прямоугольным сигналом все аналогично, остается только одна первая гармоника, остальные подавляются.
Итак, несмотря на все препятствия, мне удалось запустить это весьма необычное периферийное устройство. И на самом деле эта G4 серия продолжает меня удивлять. Но на этой оптимистичной ноте не могу не рассказать о некоторых, на мой взгляд, недостатках. Первое – это возможность работы только с 16-битной арифметикой. В некоторых обстоятельствах, которые я уже заметил при формировании большого фильтра, 16-битной точности может уже не хватать и будут проявляться значительные ошибки округления. Конечно, этот недостаток контролируем, и можно заранее узнать ошибку, которая появится при целочисленном округлении. Но все же иметь возможность перейти на 32-разрядную математику, хотя бы с уменьшением скорости и количества коэффициентов, было бы очень круто. Второй, более явный и труднообходимый недостаток заключается в том, что блок один, и нет принципиальной возможности его использовать для фильтрации нескольких потоков сигналов по очереди. То есть, например, в своей трехфазной системе я бы не отказался от такого фильтра, но мне нужно фильтровать, пусть 3 токовых сигнала. Для этого мне нужно будет каждый раз инициализировать фильтр всем набором данных канала. То есть сколько коэффициентов, столько и данных нужно будет записать, чтобы сделать одно вычисление. А затем переключить на следующий канал и повторить. То есть может это и возможно для частот сэмплирования пару десятков килогерц. Но решение с использованием одного такого блока для нескольких фаз выглядит не очень простым. Такие дела, ребятки. В описании к этому видео я оставил рекомендуемую литературу, из которой вы можете больше узнать об этом блоке и в целом о контроллерах G4. Также в описании есть ссылка на Яндекс.Кошелек для прямого спонсирования канала и ссылка на товары с Алиэкспресс, покупая которые вы помогаете каналу делать новые видео. Также не забывайте про кнопки подписаться на канал, лайк, колокольчик и стать спонсором канала. Спасибо за просмотр, я оставлю код в описании. Можете еще сказать мне, интересно ли вам будет послушать про тригонометрический ускоритель Cordic в следующих видео. И пока, друзья!